Начинаете спускаться вдоль водопадов через всякие вот эти площадки смотровые и попадаете на пирс с лодочками. Оказывается, на этом пирсе приезжает красная лодка, они там красная, зеленая, фиолетовая, желтая, да, их там 5, и синяя 5. Так вот эта красная, она курсирует просто между этими пирсами, берегами, да, между берегами, с той стороны на этой. Она как такси ходит каждых 5 минут. Но мы купили билет, а там у водопада есть посреди скала. И вот туда ездит желтая лодка. Ну и мы же такие купили, мы сидим, ждем, время часа нету. И потом мы пошли посмотрели на план, а она сюда ни одна не заходит. Вообще ни синяя, ни зеленая, никакая. Все они паркуются там. И мы пошли ее спросили, и она же нам сказала Red 2, красная, Red 2. И до нас доцвакла, что на ту сторону. Но без проблем. Я туда приехал позже, пришел к нему, говорю, проблем, там 13 часов, no проблем. Пока билет тебе не разорвали, ты в какое время хочешь, такое поедешь. Ну, всякие форс-мажоры случаются. Но мне повезло, что я вот это опоздал, и нас там 6 человек ехало всего. Потому что вторая лодка за мной, там полная забитая была, полная. А туда наверх поднимаешься, там площадка. Ну, что-то сфотаться самому как-то это, и вот эта толпа стоит на лестнице. Ну, в общем, мне повезло. У нас было 2 пары, 3, 4, да, у нас было 6 человек. Вот интересно потом будет посмотреть на камере, если так или нет. Вот. А с Ренских водопадов мы поехали куда? Мы поехали... Куда мы поехали? В Линдау. Не, Линдау. Линдау. На этот, на Майнау, да, Зая, сори. Мы поехали на этот, на Майнау, на остров Цветов. Мы поехали на остров Цветов и запарковались там недалеко от него. Я не знаю, там сколько, 20 или... Да, что-то 20 километров мы запарковались, переночевали, приехали туда, а там парковка в Майнау прикольная. Вы заезжаете, нет ни турникетов, ничего нет абсолютно, но у вас считывают код по видеокамере. Если вы не заплатите, придет штраф. И потом вы сами добровольно идете, оплачиваете. 6 евро стоит парковка. И 25 евро на человека стоит этот остров Цветов Майнау. Или покупаете там тикеты в автомате, или в кассу, как угодно. Но мы разобрались, с автоматом разобрались. Здесь было довольно-таки интуитивно понятно. Вот, разобрались. И пошли. И пробовали мы там... 3 часа. 3 часа, да? 3 часа, да. 11:20 мы купили билет, и в 2 часа мы были на парковке. Да, в общем, стоит этот остров посещения. Мы были вот осень сейчас, там 2 дня назад, это было 23 число или 24. Вот. И это количество цветов просто зашкаливает. Именно в такую пору. А там есть у них такие еще места, вот, где вот это идешь, и там вот всякие композиции из этих цветов. Просто там фонтанчик с 2 лебедями, вот это, и вот это там, ну, буйство красок, просто шикардос. Наш рекомендацион всем. Там, кто, если поедет, обязательно посетить. Плюс галерея у них этих, павильон есть у них с бабочками. Вот, там температура, влажность поддерживается, температура поддерживается, водопадики, и все, черепашки там есть. И 2 попугая. По 2 попугайчика живут и бабочки. Ну, бабочек, миллион не можешь сказать. Ну, вот руку подставь, она сядет, руками их можно трогать. Они еще повесили лимончики и бананы, чтобы можно было кушать. И вот они сидят и хавают этими там своими носиками. Ну, обалдеть. Мне тоже понравилось. Плюс секвойи у них там. Плюс дворец. Возле дворца тоже разбит парк. Потом за дворцом парк разбит. Во дворце еще была, я так понимаю, зимний сад. Огромной высоты. Вот этот вот стеклянная вся конструкция. Внутри пальмы. И тоже композиции там из цветов. Красиво очень сделано. Тоже шикардос. Потом оттуда мы выехали, поехали в Линдау, хотели заехать.
Но там протормозил я. Там можно было пойти, можно там запарковаться, все. Но что-то я как-то, в общем, мой косяк, в Линдау можно было зайти. Из Линдау мы поехали вот в это... Партнахклам. Во, Оксанка, снимаю шляпу, потому что вот это вот, она, наверное, сейчас сидела, учила, блин, полчаса. Вот, Партнахклам, это вы говорите, блин, это что-то щерое. А город называется... Вот, смотри, замок какой. А город называется... Гармиш. Гармиш. Еще. Партнахклам. Он Гармиш, Не-не-не. чертка Партнахклам. Да, да, Нет, да, нет, да. поспорим. Ты мне 1000 евро должна. Не надо. Ты мне должна Нет, 1000 но евро. город называется Гармиш, а второе слово не Партнахклам. Так напиши, Гармиш Партнахклам. Партнахклам это ущелье. Костя, не спорь, проиграешь. Так ты 1000 евро мне должна, Да что же отстань ты от меня. Ну, вот видишь, Ты сразу, мастер сразу на ровном отстань. месте, ты даже не знаешь за что. Сразу отстань. Вот. Мгм. И поехали мы вот в этот вот Партнахклам. Это божий. Также город называется Партенкирхен. Гармиш Партенкирхен. А Партнахклам, ну это одно и то же. Видишь, как Я ж видишь, как одно и то же. Короче, ты мне должна две 2000 Да евро. насрать. 2000 евро. Вот, и поехали мы это в ущелье. Там запаркуйтесь, ребята, возле стадиона спортивного, стадиона этот, как его, который трамплины, где прыгают на это. Но, прикол в том, я назад когда шел, я пошел через стадион, и он в таком состоянии, мама не горюй. Ну просто бомба. Я ж такой думаю, что за фигня, что это, блин, Олимпиада, кольца нарисованы, монетку можно сделать. Блин, это там Олимпиада была в 1936. Гитлер открывал ее, блин, лично. Зимнюю Олимпиаду, блин, вот он там был. Я ж потому что на слуху не помню, там, Лилихаммер там был. Еще этот в Канаде не Сиэтл, а выскочила с головы. Ну, в общем, понятно, все это было. И вот мы искали это. Короче, до ущелья с этой парковки идти полчаса. И мы ж такие думаем, полчаса туда, в ущелье час, туда-назад и полчаса, за 2 часа. Я вернулся за 3 часа. Через 3 часа Оксанка чуть раньше вернулась. Вот, потому что она не пошла наверх, я еще наверх слазил. Ну, наверх полчаса, потому что 11 минут я туда поднимался, там пофотал, спускался столько же. Ну, на полчаса я пришел позже. Также примерно 2-2,5 часа. Вот, это ущелье. Но ущелье, вот каждый туристический вот этот район, где мы были, где мы вот это все посещали, ну, уникален и шикарен по-своему, и в каждом захватывает дух. Поэтому вот все, которые мы посетили, я бы рекомендовал все, где-то как бы эмоций и кайфа больше, ну где-то меньше, но все уникальные, все по-своему. Там вот в Голландии, Бельгии, там одной ногой стоишь там, другой ногой стоишь там, как бы центральная улица, все. Ну стол в ресторане стоит, половина там, половина там. Я машину запарковался, ну, протормозил, можно было запарковаться, я стал возле того места, через которое проходит граница. Получается, я машину фотографировал с другой стороны. Вот, а стоял рядом на парковке. Надо было, ну, ладно. Вот, Мон-Сен-Мишель по-своему, береговые укрепления вот эти по-своему. Ричард развалины, своя прелесть, своя вот эта вот дух истории. Тут вот этот стадион, блин, там, где Гитлер лично стоял, блин. Тоже. И ущелье вот это, ну, ущелье тоже, ну потрясные вещи. Водопады бесподобные. Ну, вот у каждой вот этой вот местопримечательности, своя вот эта вот атмосфера, свой релакс, свой кайф. И эмоции, конечно, мы везем в вагон. Это не передать. Количество фотографий и видео там зашкаливает. Вот в прошлый раз мы пропутешествовали 2 недели, и на фотоаппарате я 500, ну у меня 16 дней когда оставляю, 501 фотография или 551 фотография. Так вот я одну не выстрелял. Мы 300 что ли привезли. В этот раз мы везем больше 1000. Понятно, мусор какой-то будет. Это все понятно. Но такого количества объема информации. И плюс я заполнил 5 терабайт. Заполняю сейчас 2-й диск.
И есть у меня карты, которые я еще не слил туда, карты памяти. Вот, еще не слил. Ну, не знаю, я, наверное, под 7 терабайт я привезу. А в прошлый раз я 5 терабайт не запомнил. В этот раз ну, вот, объем материала, информации намного больше. Ну вот такие вот